сейчас цитаты из бесед с Доном Хуаном. Множество людей на земле, лишь поверхностно соприкоснувшихся с религией, своей обязанностью, своим религиозным долгом, считает лишь плач. Но духовный воин не плачет и не хныкает, он не занят тем, что жалеет себя. Он видит свои недостатки и по ходу боя устраняет их раз и навсегда. Когда глаза направлены только на поиск своих недостатков и сожаления о собственном несовершенстве, тогда мы теряем возможность исполнения действительно серьезных дел, помощи людям и работы над собой. Следует уметь отрывать внимание от собственного «я» и смотреть на того, кого ты любишь. Надо учиться жить и действовать на его примере и следовать его заветам. Надо просить его помочь тебе понять твои ошибки и справиться. Но надо помнить, что очень многое зависит именно и только от тебя. И самое главное, надо поменять свое отношение к происходящему. Свое отношение к происходящему, если оно выглядит неблагоприятным. Надо учиться смотреть на это с его позиции, то есть с позиции эволюции вселенского сознания и духовного роста индивидуальных сознаний на пути к нему. Знаешь, например, как научиться искусству совершенного управления материей? Это очень просто. Надо научиться смеяться. Я люблю смеяться. Хочешь, я расскажу о смехе Нагваля? Духовный воин с самого начала должен научиться смеху Нагваля. Он смеется над своими пороками так, что они лопаются, подобно мыльным пузырям. Лопаются вместе с раздутым ощущением собственной важности. Многие думают, что оружие делает человека сильным. Это не так. Смех делает человека сильным. Смех Нагваля превращает оболочку «я» в ничто. Остается добавить только покой и любовь. Покой и любовь. И тогда есть только бесконечное, текучее, свободное сознание. Поиск личной силы – это просто крючок, уловка, с помощью которой единственная сила, то есть Бог, может поймать и проучить того, кто туг на ухо, когда ему говорят о любви или о нежности. Если он не учится этому у силы, его дела плохи. Есть закон. Сила не принадлежит никому, только ты можешь принадлежать силе. Сила просто есть, и она сила любви. Напомню, что под словом «сила» индейцы понимают Бога, слово «Бог».
Когда ты обретаешь свободу, ты просто сливаешься с ней в одно. Твои желания и желания силы тогда совпадают. Твой выбор и выбор силы становятся тождественны. Тот же, кто пытается распоряжаться силой по своему усмотрению, попадает в ее ловушку. Сила ловит его за это желание, и он становится послушным ее орудием, даже не подозревая об этом. Он живет как слепец, пораженный ощущением собственной значимости, и может так никогда и не прозреть. А наращивание грубой силы может стать необратимым, как запущенный раковый процесс. Но умение смеяться над своими пороками, высмеивать их, это первый шаг к реальному слиянию с силой. Тот, кто научился смеяться так, что те пороки души, которые он высмеивает, перестают существовать в нем, тот на пороге великих свершений. Но духовный воин может смеяться только над собой. Он никогда не насмешничает над другими людьми. Из-за истины, которая живет в нем, он смотрит на то, что еще не совершенно в себе, и может смеяться. И когда больше не остается того, над чем он смеется в себе, он становится всем. Он становится истинным нагвалем. Его смех соединяется с радостью бытия, со свободой и силой. И вот тогда он может воздействовать на частицы великого целого, убирая то, что мешает радости бытия, мешает лучистому свету силы проявляться в других, которых он ощущает в себе, тех, кто доверили ему нагвалю руководство на пути к свободе. Оцени, как прекрасен смех нагваля. Он исцеляет души, избавляя от тяжести и боли. Он делает их способными к полету в неизведанное. Ну что, теперь тебе понятны основы искусства совершенного управления материей. Когда освоишь это, расскажу дальше. И не забудь надеть мою шляпу, это помогает. Это шутка Дона Хуана, он имел в виду одну из важнейших медитаций будхи-йоги, которую он нам подарил. Безупречность действия духовного воина во взаимодействии с силой наполняет его жизнь особой остротой и безмолвной страстностью. А жизнь нагваля становится проявлением действия силы. Можно учиться мудрости в университетах, и это хорошо. Но высшей мудрости можно и нужно учиться во взаимодействии с силой. Когда ты ищешь решение для партии нагваля,
Когда ты находишь приемы для воздействия на учеников ради их развития, обретается мудрость. Мы с Хинаро – это те, кто живут и действуют, а не говорят об этом. Мы всегда жили и живем сейчас жизнью, заполненной до самых краев, состоянием безупречных любви и силы. Ощути это состояние жизни Накваля в моменте времени сейчас. Ощути наполненность каждого мгновения силой Бога, наполненность ею всего, и этого горящего костра, и тишины леса, и земли под твоим телом, и этого места силы, которое позволяет познавать живое сознание земли, и дальше, глубже, еще глубже, где есть только великая любовь и сила Творца. Это нельзя передать с помощью слов другим. Это нужно попробовать на вкус. Как кусок хлеба нужно откусить, прожевать, проглотить. Только тогда ты будешь знать его. Таков и духовный путь. Если ты выбираешь это, то жуй. Каждое мгновение жизни во взаимодействии с силой становится тогда бесценным опытом души. В жизни настоящего духовного воина нет прорех и дыр. Ему не может быть скучно. Он не может быть удручен неудачами прошлого или опасениями за будущее. У него есть только жизнь, которую он, однажды взяв в свои руки, проживает до конца с максимальной эффективностью. С полным осознанием своей цели, со всей полнотой ответственности за свои решения. И сила наполняет тогда эту жизнь до краев. Вы можете быть руками Бога, только если более не отрываетесь от океана Творца. Это океан любви силы, который пропитывает тела и коконы насквозь и проявляется через них. Мы называли это возжиганием всех эманаций кокона, выравниванием их энергий по уровню тонкости изначального плана. Теперь послушаем то, о чем нам говорил Хинаро. Ты любишь меня и сливаешься сознанием со мной. Но ведь и я люблю тебя и тоже сливаюсь с тобой. Слияние может быть только
взаимным и добровольным. Любое отступление от этого правила – это насилие. Но чтобы достичь абсолютной полноты слияния, нужно еще быть моим единомышленником. Именно ум труднее всего поддается очистке и просветлению. Чтобы стать моим единомышленником, надо начать с того, что выбросить из головы все привычные, давно сложившиеся, а потому удобные в применении, шаблоны, стереотипы мышления и поведения. Духовному воину следует сделать свой ум открытым к принятию нового. Как бы максимально раскрыть диафрагму ума. Ведь чтобы начать воспринимать всю беспредельность вселенского сознания, нужно уметь с головой нырять в новое и неизведанное. А еще для этого нужны смелость, сила и знания. Ты начинаешь по-настоящему жить только тогда, когда перестаешь взаимодействовать с окружающим миром через свои маски и шаблоны. Их предлагает тебе твой услужливый ум, творец твоего низшего «я». Но надо научиться воспринимать окружающий мир обнаженным сознанием, очищенным от признаков низшего «я». И принимать мир таким, каков он есть на самом деле, а не в твоем уме. Есть один трюк осознания, который дает ключ к свободе. Это способность осознавать себя не телом. Эта способность приводит к свободе от тела, плотного материального вместилища души. Вначале человек должен узнать, что он сам и его тело – это не одно и то же. Обретение же практического опыта в этом означает первую встречу с миром Нагваля. Для многих эта ступень, однако, становится и последней. Ведь надо обладать немалым мужеством, чтобы выбрать идти дальше по пути свободы и знания, любви и силы. Пустому любопытству на этой дороге нет места. Трусы и размазни, лентяи и гордецы не выдержат свободы. Свобода сметет, снесет, разорвет их. Она, как ракетный двигатель, который не следует приделывать к детскому самокату. Свобода выставляет свое условие, которое Дон Хуан называет безупречностью воина. Каждый шаг на этом пути, лишенный безупречности, может обернуться полным провалом, и это следует знать. И еще следует знать один принципиальный момент. С какого-то этапа
духовный воин уже не сможет вернуться назад в обычную жизнь. Он больше не сможет жить, не будучи воином. С какого-то момента для него больше не существует пути назад. Есть только путь вперед. Но свобода от тела – это только лишь фрагмент. Это часть полноты проявления свободы духа. Свобода от тела достигается не сразу. Существуют приемы, и вы их знаете множество, для того, чтобы переносить самоощущение внутри тела, а затем и за его пределы. Нужно стать абсолютно свободными от физических тел. Эту свободу не смогут отобрать в темнице. Она не исчезнет и тогда, когда смерть с ножом подошла к твоему горлу. Свобода – это возможность произвольно уходить в тот мир, который ты выбираешь. И это также свобода остаться там, если ты этого хочешь. Пусть мир, который ты выбираешь, станет собранным целиком. Изначальный. Пусть станет более реальным, чем мир плотных тел. Так же, как иные слои абсолюта нужно было обжить, чтобы научиться собирать в них полный в себе цельный мир того эона, так и этот самый глубинный пласт вселенского бытия, бытия Творца, должен стать не просто познанной реальностью, но в нем нужно научиться жить. Чем дальше от тела ты уходишь, тем легче это получается. А потом там нужно вырасти. Нужно стать настолько большими в обители Творца, чтобы больше не помещаться обратно в тело и в другие слои абсолюта. Это подобно тому, как сейчас ты не сможешь натянуть на свое тело ползунки, которые надевали на твое тело в детстве. Даже если приложишь старание, все равно ничего не получится. То же произойдет и если вырастить себя там и приучиться жить в изначальном сознании. Именно тогда наступает момент, когда старое восприятие мира на тебя больше не налезет, как ни старайся. Тогда остается еще совсем чуть-чуть, всего лишь проработать с энергией самого физического тела. Оно должно стать полностью тождественно по качеству энергии тому миру, в который ты уходишь. Это позволяет именно целиком исчезнуть из этого мира и полностью собрать иной. Совершенный Накваль обладает свободой уходить в любой из миров, который он выбирает. Это вездесущность, свобода быть там, где ты хочешь. Это свобода быть всем и перемещать концентрацию из себя внутри себя вселенского, бесконечного.
При этом центр себя следует всегда иметь дома, в доме изначального. Об этом не следует забывать никогда. Ощущение собственной важности исчезает, когда происходит мистическая смерть. Когда ты полностью умираешь для мирского. Как этого достичь? Только самоконтролем, непрестанным контролем за своими индриями. Это они накрепко привязывают к мирскому. Исчезновение ощущения собственной важности ведет к потере человеческой формы. Но надо отметить, что у ощущения собственной важности есть и свои плюсы. В начале жизненного пути оно необходимо. Без него невозможно развиваться. Ведь обычно именно из-за своих амбиций люди пытаются стать лучше, умнее, сильнее. И из желания быть любимыми и уважаемыми они совершенствуют себя. Это первый плюс. Второй плюс в том, что невозможно было бы воспитывать человека, который лишен ощущения собственной важности. Ведь отсутствие этого ощущения дает психологическую неуязвимость. Как такого человека направлять, корректировать, когда не на что в нем надавить, не почему стукнуть, не щелкнуть по носу, в кавычках. У меня всегда был легкий характер, у кого-то характер тяжелый. Но ощущение собственной важности есть практически у всех. Просто обличие его многообразное. Мой учитель когда-то сказал мне, что я стану всесильным магом, когда скину с себя ощущение собственной важности. Я поверил в это и разработал план, как обмануть это качество в себе и вырваться из-под его контроля. Я изловчался и не давал ему вздохнуть, не давал расправиться. В том числе я выработал такую тактику: не радоваться своим успехам и не огорчаться неудачам. Например, когда что-то хорошо у меня получалось, и я готов был раздуться от гордости, я должен был посмотреть на ситуацию из такой дали, чтобы это вообще невозможно было разглядеть. Иными словами, когда сила наезжала на меня, создавая те или иные ситуации, и меня начинало распирать от гордости или гнева, я должен был мгновенно оказаться за пределами своего кокона, за пределами себя и слиться с накатывающей силой воедино. И не нужно думать, что избавление от ощущения собственной важности – предел совершенства. Нет, это только начало следующего отрезка пути.
Дальше из бесед с Хуанита. Я был вождем маленького индейского племени. Это было племя исследователей Нагваля. Так построено было бытие в этом племени, что недостойных изгоняли, а достойных привлекали со всех сторон из других племен. Вот такая была у нас племенная духовная школа. В истории этого племени всегда было 100-200 учеников. И вот теперь я и с тобой, и со всеми вами, я тут любуюсь каждый день при ясной погоде на восходы солнца и закаты. И мечтаю, чтобы каждый со всей земли мог прийти и развиваться здесь духовно. Мы попросили Хуанита рассказать, что, по его мнению, сейчас для нас наиболее важно. Он показывает медитацию «Шляпа Хуанита». Она тождественна шляпе Дона Хуана. И, смеясь, добавляет: смотрите на свободу. Вперед надо больше смотреть, на свободу. Осознайте, я всегда остаюсь тем, кто я есть, вне зависимости от условий, складывающихся на материальном плане. Это же должны освоить и вы, оставаться мной при любом развитии событий вокруг. Искусство действия духовного воина заключается в том числе в том, что, оказываясь телом в неблагоприятных условиях, он никогда не сливается с ними, а остается самим собой. Не места силы на поверхности земли должны диктовать себе, кто ты есть, а ты должен оставаться тем, кем решил быть, вне зависимости от энергетики окружающего пространства и прочих воздействий. Мы просим: Хуанита, расскажи, пожалуйста, о твоем пути к Творцу, о твоем племени, которое передавало из поколения в поколение знания о духовных приемах, ведущих к познанию Бога. Как вы учились, как помогали другим? Хуанита отвечает: каждый член племени учился быть невидимым. Это достигалось через поэтапное освоение приемов тотальной рецепрокальности. Хотя, разумеется, мы это называли иными словами. Просто для того, чтобы стать невидимым, надо было научиться в глубоком покое сливаться с окружающим пространством. Естественно, этому невозможно научиться, живя в голове. Растворяться и сливаться можно только нижним пузырем восприятия. Ученик мог часами обретать умение соединяться в одно с камнями и скалами. И тогда покой гор, незыблемость и неподвижность утесов становились таким опытом бытия сознания, что заметить тело
живого человека, глядя на него с некоторого расстояния, было почти невозможно. Затем лес, деревья, охватив собой сознанием пространство, ученик исчезал. Его тело сливалось с окружающим миром и не выделялось из него. Пребывание в покое и слиянии учило любви. У нас не было специальных техник по раскрытию духовного сердца, но было знание о том, что дух человека находится в центре, там, где ритм сердца и дыхания обретают исток. Затем нужно было научиться двигаться в этом покое. Мы избирали животных, движения которых наиболее мягкие и плавные. И ученик осваивал умение быть похожим на одного или несколько зверей. Мягко перемещаться, слышать и видеть сознанием окружающее пространство, передавать сознанием знаки на расстоянии и воспринимать ответные знаки. Если пребывать сознанием в нижнем пузыре восприятия и стремиться увидеть то, что с такого расстояния может рассмотреть только зоркий орел, то постепенно приходило умение видеть сознанием то, что не видно обычному глазу. Затем происходило посвящение в молодые вожди достойных. Молодой вождь становился наставником для младших, а сам учился ощущать их так же ясно, как себя. Учился любви, заботе. В это же время он обретал возможность воспринимать высших вождей и изначального вождя, великую направляющую силу, верховную волю. Теперь насваивал умение видеть и слышать в пространстве духа. Видение, то есть восприятие именно сознанием, приводит к знанию, к пониманию именно сути увиденного или услышанного. Вот так постепенно выводился ученик на прямое восприятие Бога. А дальше все уже просто, все так же, как и у вас. Методики последних ступеней не имеют больших различий в разных духовных школах. Только лишь названия соответствуют языку посвящаемых. А умение растворяться и быть тем, с чем сливаешься, на этих этапах давало блестящие результаты. Перенос самоощущения в мир духа, мир силы совершался легко. Так происходило переселение сознаний в миры Святого Духа, а затем и в обитель Творца. А каждый, достигший свободы, становился проводником, который мог вести туда других. Теперь из бесед с Сильвио Мануэлем. Я, Сильвио Мануэль,
говорю, лишь способные дерзать могут уверенно идти по пути познания. Надо иметь отчаянное сердце, чтобы отправиться в полет в неизведанное. Таков был и мой путь. Отправившись в путешествие мага в неведанные дали, я никогда не помышлял о возвращении обратно к земному. Я был устремлен только лишь к новым, еще неизведанным просторам, ждущим меня на пути. Жизнь, заполненная магией, и еще не раскрытые просторы влекли меня вперед. Но по мере продвижения я наполнялся мудростью. Из неугомонного, рвущегося в неведомые дали путешественника-мага я превращался во все более разлитый, все обнимающий собою покой. И постепенно я обретал понимание ощущения истинной цели пути, которая дарила мне силы. И однажды из состояния отдельного ищущего я перешел к состоянию высшего я и стал всем бесконечным, силой, светом. Это было единственным смыслом жизни каждого из нас. Увидев невероятную, в кавычках, открывающуюся перед нами перспективу, каждый выбросил из своей жизни все иное, выпустил из рук все, за что держался раньше. Хочу в связи с этим сказать об отрешенности, необходимом атрибуте жизни духовного воина. Отрешенность подразумевает две вещи. Систему ценностей, которую перед воином раскрывает дух с большой буквы. Дух как Бог. И решительность в следовании этой системе. Иметь отрешенность значит не гулять по жизни, как по базару, праздно глазея по сторонам, а продвигаться вперед, четко и ясно, отмеряя каждый свой шаг в соответствии с этой системой. Об этом же говорил Дон Хуан, когда объяснял Кастанеде, что свои действия духовный воин планирует, советуясь со смертью. И еще, грустное будущее ждет тех, кто не ищут и не находит тех, кого с собой брать. Духовный воин хереет, слабеет, если ему не за кого сражаться. Вначале каждый сражается за себя, потом за других. Через это он растет. Если не за кого сражаться, то он слабеет и скоро умрет естественной физической и духовной смертью.
Поэтому нужно сражаться. Приглашаю в мои глубины, но заманивать ко мне, в меня никого не надо. Свобода, которая живет в моей глубине, есть высшая награда лишь для тех, кто готовы рвануться и преодолеть все преграды, вытащить себя из обыденности и замкнутости узкими рамками. В меня не надо заманивать. Я принимаю в себя только тех, кто возживали жизни со мной, во мне. Причем не в секундном порыве, а готовы направить течение всей жизни в меня. Подобно водному потоку, обтекающему любые преграды и стремящемуся в глубины. Держите свой курс и не оглядывайтесь. Ну и теперь из бесед с Иглом. Горы говорят молчанием. Величием проявляют они свою суть. И полетом свободы говорит ветер с теми, кто расправили крылья. Океан лишь свой наружный слой проявляет мощью волн и силой течений. Но никого незваными не впускает океан изначальный в свои глубины, ибо расплющатся там мелкие существа поверхностного слоя. С душами, готовыми к высшим посвящениям, изначальный может общаться и без помощи слов. Он говорит своими прикосновениями. И тогда душа познает вкус единства и начинает стремиться остаться в слиянии. Слова важны, но не более чем журчание ручьев на горных склонах, шепот прибоя или прикосновение ветра к прядям волос. Когда Бог говорит с душой, идущей по пути, Он говорит на языке, в котором слова лишь отражение великой любви между душой и Богом. Погрузить в обитель Творца достаточно зрелую в ряду воплощений душу можно с помощью ваших методик за месяц или чуть больше. Но вот переправить, переделать и вырастить более молодые души, научить их единосущности со мной, скинув одежды эгоцентризма, преодолев человеческую форму. На это нужны годы
упорного труда. Это как из глыбы мрамора изваять скульптуру. Нужно убрать все лишнее, и тогда остается очищенная атмическая суть, высшее Я. Мы просим. Игорь, скажи, пожалуйста, как ты ощущал себя, когда был воплощен среди индейцев? Игорь отвечает. Мое тело было наполнено силой. Для меня не было непреодолимых преград. На все преграды я смотрел лишь как на то, что нужно просто преодолевать. В своих воплощениях я никогда не замыкался на проблемах, присущих земной жизни. Я никогда не суживал себя, погрязая полностью, то есть всем сознанием, в ситуации какой-то земной проблемы и делая из нее таким образом тюремную камеру для себя. Моим домом был простор. И с ощущением простора и всеохватности я вершил свои дела. Я никогда не становился пленником той иллюзии, что земной план – это единственный мир, где я живу. Для меня он существовал лишь на поверхности бескрайнего океана бытия. Жизнь океана и была моей истинной жизнью. Оттуда действовал я. Мы спросили, как же ты все-таки жил в теле и не терял при этом осознание божественности? Я никогда не суживал себя от бытия океаном до лишь земной жизни. Не обманывал себя этим, делая всевозможные земные ситуации своим единственным пространством бытия. Перескоки сознания на земную жизнь происходят в те моменты, когда ты считаешь какую-то ситуацию или проблему более важной, чем бытие во мне. Тогда эта ситуация приковывает к себе твое внимание, и ты втягиваешься в нее сознанием. И когда ты хочешь оторваться сознанием от какой-то проблемы, ты просто обрати взор сознания из анахаты назад. В мою бесконечность и погружайся в нее. Взаимодействуя с земным планом, не считай себя все тем же, кем ты был когда-то, маленьким человечком, вовлеченным в земные дела. Стремись сохранять осознание моего бытия. Просторы природы даны тебе не для того, чтобы ощущать себя среди них маленьким, а чтобы ощутить, какой ты большой. Когда я вершу дела на земле, они отражают мою бескрайность, а
не являются барахтанием в мире забот. Каждая развитая до божественности анахата – это дыра в глубины меня, то есть до дна многомерной глубины пространства. Через каждую такую дыру, в принципе, возможно проникновение в глубины меня и познание меня. Но важно также знать и то, как, пройдя сквозь такие дыры, затем расшириться. Это основа всего, и ты это знаешь, и знает каждый из вас. Также пойми, я не зависим от внешних обстоятельств, какими бы они ни были. Все живет и развивается внутри меня. Узри мою управляющую руку в каждом событии и прими мою волю, не выходя из слияния со мной. Таков путь познания единства всего сущего во Вселенной. И еще нужно создавать новые гнезда, в которых мои птенцы смогли бы созреть, чтобы потом тоже стать орлами. Это твоя задача. Мы просим Игоря рассказать именно о работе с индейцами. Он отвечает. Индейцы – это древняя цивилизация, и их миропонимание в те давние времена сильно отличалось от современного. Я учил их воспринимать мир единым, целым организмом. Я воспитывал в людях почтение ко всякой жизни, учил их жить и действовать на земле безупречно, не нарушая ничем гармонии, равновесия и красоты окружающего пространства. Индеец с детства учился слушать и понимать окружающий мир. Солнце, звезды, ветер, реку, лес, зверей, птиц. Он учился жить, следуя законам природы, и понимал, что нарушение этих законов причиняет напрасную боль живому. Учить индейцев было легко, ведь они, в отличие от современных европейцев, не были заключены в оковы своих каменных домов, в броню своих представлений об устройстве мира. Индейцы ощущали себя неотъемлемой частью природы. Их домом были бескрайние леса, скалистые горы, голубые озера, водопады. Состояние слитости с природой было для них совершенно естественным. Пересекая ли реку на пироге, бродя ли горными или лесными тропами, индеец ощущал себя единым с ветром, водой, горами, небесными птицами. Он с ранних лет знал, что его тело – это лишь мелкий
фрагмент в мире материи. Что оно не является более значимым, чем шумящие кронами сосны, ветер, несущие облака, резвящиеся белки или плещущиеся в водах рыбы. Как я их учил? Да вот точно так же, как сейчас учу тебя. Я учил их летать. Еще я учил их никогда не следовать только своей силе, но прежде всего любви и мудрости. Постепенно, по мере взросления учеников, я показывал им, что мир материи – это еще далеко не все, что картина единого целого мира гораздо богаче. И тех, кто прочно вставали на путь любви и научались каждым своим действием творить красоту и гармонию. Тех я брал с собой в полет мира духа. Брал, просто вынимая из тел. И они начинали видеть, что все вокруг пронизано светом. Учились ощущать себя единым целым с ним. На это уходили годы, а у кого-то жизни. Далеко не всех, а лишь тех отважных, кто готовы были устремиться и дальше, в неизведанное, ожидала следующая ступень – прыжок в пропасть. Мне не нужно было искать для этого место силы. Любое я мог создать силой собственного сознания. В какой-то момент я разверзал перед теми отважными земную твердь и вырастал из огненной пропасти сияющим огненным божественным орлом. Так я собою раскрывал вход в обитель высшего духа, в мир божественного огня. Прыгали туда лишь чистые сердцем, которых не страшил огонь Творца. И тот, кто прыгал, уже никогда не возвращался обратно прежним. Он выходил из огня обновленным. Выходил только для того, чтобы набраться сил и прыгнуть снова. Однажды безупречный совершал свой последний прыжок, и огненное сознание Творца поглощало его полностью. Так из века в век на индейской земле рождались новые сыны Бога. Я приходил на землю много раз, потому что иначе бы люди потеряли путь к свободе, путь ко мне. Я надевал на свой дух материю тела и приходил сюда. И объяснял этим, что я реален, я познаваем. Вся бесконечная сила, которую я могу проявлять собою, и есть Бог. Когда ты теряешь уверенность во мне, ты теряешь соединенность с силой. А ведь моя сила готова быть слитой с тобой.
Должно быть абсолютное смирение перед волей Бога и абсолютная уверенность в Его силе, которая есть и в тебе. Невозможно ничего большого сделать, невозможно никому серьезно помочь, если ты не веришь в мою силу, которая может действовать через тебя. Подари же людям солнце, подари им восход солнца над землей, еще подари им огонь. Есть огонь домашнего очага и огонь костра, их пламя согревает тела своим теплом. Но ты подари им огонь, принесенный Богом на землю. Огонь любви Бога, огонь сердца. Подари им небо и небеса. Подари им и бескрайнюю синь неба над землей, и перистые облака, освещенные восходящим солнцем, подобные следу от моих крыльев. И подари им мои глубины, подари им горы, те горы, вершины которых упираются в небо, а основания покоятся в глубинах вселенского божественного океана. Подари им свободу. Подари им хотя бы знание о том, что свобода есть, что она возможна. Подари им крылья, и с ними стремление к полету со мной в меня. Подари им мою любовь. Я могу научить вас несгибаемой воле и непреклонному намерению воина духа, который поставил своей главной целью обретение высшей свободы, свободы познавать Бога, свободы расправить крылья любви, свободы раствориться в океане бытия мной. Я предлагаю свою помощь каждый день и каждый час ваших жизней. Когда внешнее сопротивление событий или обстоятельств будет сильным, зовите меня, и я буду рядом всей безграничной силой моей любви. Осознайте полет свободы. Тот, кто стал сердцем, парящим в океане Бога, растущим и живущим во взаимодействии со мной, для того путь постепенного врастания в меня открыт. Это дар Отца Небесного людям. Каждый может принять этот великий дар. Каждый может им владеть, но лишь тогда, когда будет сам дарить его другим. Свобода рядом. К ней я разверзаю сияющий путь.
путь безупречной любви. Я буду подниматься над землей вместе с солнцем. Приходите ко мне. Я назначаю встречу на рассвете. Я буду учить возжигать небесный огонь, огонь любви. Я буду восходить вместе с солнцем столько раз, сколько потребуется. Я буду делать это всегда. Я буду ждать на дороге домой. Я буду идти рядом, указывая путь. И когда ты придешь туда, где есть только я, у солнца Бога прибавится еще один луч. И ты тоже сможешь тогда восходить вместе с солнцем. Ты станешь молодым божественным вождем. А я добавлю еще одно перо в свой головной убор. Я жду тебя. Итак, мы рассмотрели сейчас принципиальные этапы работы в школах будхи-йоги, Хуана Матуса и нескольких других божественных вождей, развивавшихся и работавших в индийских духовных традициях. Мы видим, что принципы освоения духовного пути оказываются общими у всех школ уровня будхи-йоги. Независимо от того, в какой точке на поверхности Земли эти школы находятся, связаны они или нет между собой, а также независимо от того, на каких языках говорят в этих школах и какими терминами пользуются. Ибо все эти школы соединены, объединены единым для всех людей Богом. И единый Вселенский Бог по одним и тем же законам везет всех тех людей, которые посвятили Ему своей жизни и преуспели в этом. Он ждет каждого в себе.